В темном сердце сумеречных островов, где клубится призрачный туман, бродит одинокий Йорк. Маре безысходность ее вполне устраивает. Пользуясь неисчерпаемыми запасами уныния и поддержкой могущественной тени, Векс старается отгородиться от безудержного веселья, которыми лучатся окружающие ее цивилы. Векс выросла в Бандл-Сити, но всегда чувствовала себя там чужой. Пестрый и радостный мир Йордлов ее бесил. Как ни старались родители, Векс так и не прониклась духом Йордлов и не нашла себе друзей. Она предпочла предаваться отчаянию у себя в комнате. Лучшей подругой для Векс стала ее собственная тень. Она оказалась идеальной спутницей угрюмой девушки, черная, любимый цвет, и приятно молчаливая. Векс развлекалась, разыгрывая с тенью мрачные пантомимы. Увы, тень не могла укрыть Векс от мерзкого жизнерадостного мира, но Йордл верил, что существует нечто более могущественное, более темное, более тоскливое, более подходящее для нее. И это нечто появилось в Бандл-Сити в виде страховин. Сумрачные твари наводнили город, повергая жителей в ужас. Большинство йордлов храбро сражались с черным туманом, а Векс он скорее заинтриговал, и она отправлялась на поиски источника. Попав на сумрачные острова, девушка не поверила глазам. Перед ней расстилалась безжизненная и бесцветная равнина без конца и края. Здесь она наконец могла грустить сколько душе угодно, не отвлекаясь на смех и веселье ближних. Со временем Век заметила, что черный туман оказал на нее странный эффект. Ее тень обзавелась подобием личности, куда более выразительной, чем у хозяйки, а светлая магия преобразовалась в нечто более зловещее. Теперь Век смогла распространяться вокруг себя мрак и грусть. «Кто же создал это восхитительно унылое место?» – размышляла она порой. Ответ на свой вопрос она получила, когда на острова вернулся падший король Виего, жаждущий, чтобы туман поглотил всю Рунтеру. Виего заметил, что уныние, которое излучал Йорл, делало людей более уязвимыми для страховин. Векс же она Векс же очень понравилась перспектива жить в мире, затянутым черным туманом. Они быстро стали союзниками и решили превратить мир в безжизненную пустошь. Однако Векс вскоре узнала, что на самом деле Вейга хотел лишь вернуть душу погибшей жены Изольды и воссоединиться с ней в прекрасном союзе. Векс перекосила от отвращения. Человек, который, как она думала, избавит мир от счастья, на самом деле сам хотел стать счастливым. Тогда Векс позволила Стражам Света расправиться с Виего, и его мечты о воссоединении с любимой рассыпались по камням Камавора. С горечью Векс наблюдала, как в мир возвращаются яркие краски, которые она всегда так ненавидела. Похоже, надолго окунуться в бездну страданий было сложнее, чем она думала. У нее оставался последний, гарантированный способ углубиться в тоску и меланхолию. Векс навестила своих родителей в Бандл-Сити, желая показать, какой она стала, и насладиться их разочарованием. Девушка наблюдала, как родители хлопают глазами и тщетно подбирают слова. На их лицах сменился друг шок, отрицание, неохотное принятие. «Милая, честно сказать, мы вот этого не понимаем», — сказала мать, жестоко указывая на всю Векс. «Но мы любим тебя даже такой», — добавил отец. «Если тебя это радует, то мы рады за тебя». Закатив глаза, Векс спустила долгий вздох, полный отчаяния. «Как же вы меня бесите!» Простонала она и попилась прочь из родительской гостиной, желая поскорее вернуться на Солнечные острова, чтобы там без помех продаваться ныне.